Need for Speed World является многопользовательской игрой, созданной на основе самых популярных проектов серии. Данная игра увидела свет в 2010 году. Даже представить сложно, что уже прошло больше 10 лет. За короткий срок World стала любимым проектом многих фанатов серии. Однако, стоит добавить, что немало людей восприняло ее в штыки. С течением времени проект постепенно изменялся. Где-то в лучшую сторону, а где-то в худшую. За поддержку игры отвечала студия Black Box, с которой в 2012 году произошло крайне печальное событие. После коммерческого провала The Run, которая была смелым и необычным экспериментом, издатель решился расформировать студию. То, что от нее осталось, точнее из людей, которые остались по какой-то причине, переформировали в Quicklime Games, которые совместно с PopCap Games продолжили поддержку World посредством создания новых обновлений. Но ряды обеих студий редели, и в конце концов остались лишь те, кто занимался технической поддержкой. Все понимали, что на чистом энтузиазме и любви фанатов игра долго не продержится. Переносить смерть долго нельзя, и в конечном итоге в июле 2015 года игра была официально закрыта. К сожалению, на такой вот печальной ноте заканчивается мой краткий пересказ истории данной игры. Игры, которую мы любим и ненавидим. Игры, о которой слышал каждый, и я уверен, что подавляющее большинство играло в нее. Долго или нет, но все-таки играло. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока! Ладно, за окном уже вовсю хозяйство 2021 год, а я так и не научился шутить. В общем, на идею данного видеоролика меня подтолкнул видеоролик Седовского. Вот этот, новогодний. Поэтому я предлагаю подробнее вспомнить о данной игре и немного поностальгировать о том, какой была ММО на колесах от Electronic Arts в лучшие годы своей жизни. И прежде чем мы начнем, хочу заранее подметить, что этот ролик представляет из себя одну большую ностальгическую оду, а в силу прошедшего времени многие моменты из моей памяти могут казаться лучше, чем они были на самом деле. Ах да, чуть не забыл предупредить. Для данного видеоролика я использовал различные изображения и видео, которые я снимал или делал в далеком прошлом, поэтому в какой-то степени данное видео можно считать капсулой времени. Берите печеньки и чаек, и мы начинаем ретроспективу Need for Speed World. К моему сожалению, я не могу точно вспомнить, когда именно я начал играть, но в своих старых записях я нашел первое упоминание о игре аж 2011 года, поэтому будем считать, что примерно в это время я и начал играть. Вначале было слово, и слово это регистрация. Не, ну а что вы хотели? Онлайн-игра, все дела, поэтому регистрируемся, скачиваем лаунчер со всеми установочными файлами, и вот игра загрузилась. Запускаем, и нас встречает меню создания профиля водителя, и нам предлагают выбрать свой первый автомобиль класса Т1. В смысле Т1? Ты что несешь? Да, ребята, на старте в игре были совсем другие классы, которые претерпели сильные изменения к закрытию. К слову, на фанатских серверах используются классы, которые были именно при закрытии игры. Но самое интересное заключается в том, что названные ранее классы автомобилей были куда более сбалансированы, нежели те, на которые их заменили позднее. Я до сих пор помню, что моей первой машиной была Слива. Не это Слива. Я про Nissan Silvia, которую позднее я оформил в стиле Мона Лизы. В нашем случае Мона Лиза является автомобилем из киноленты Форсаж 3 Токийский дрифт. Последний форсаж про гонки. Были же времена, да? Так, о чем я? После первого входа в игру в твое распоряжение дается целый открытый мир. Делай все, что хочешь, и слушайся маму. Я, конечно, могу быть неправ, но, по-моему, раньше в открытом мире вообще не было музыки. Эта гробовая тишина не сказать, что пугала, но очень сильно напрягала. Кстати, я вспомнил еще одну забавную историю. В World я начал играть на стареньком ноутбуке Packard Bell. Как-то сижу, играю, и ко мне подходит мама и спрашивает: слушай, сынок, а тебе еще интернет нужен? А то я розетку хочу использовать для чего-то там бла-бла-бла-бла-бла. Я же с гордостью ответил, что нет, не нужен, я же скачал игру, и бесплатно даже. И как только мама выдернула святой провод из розетки, я осознал всю свою глупость, когда посреди гонки меня выкинуло из игры. Именно тогда я впервые и познакомился с понятием онлайн-игра. Ребята, я прошу вас понять и сильно не смеяться, мне было, во-первых, 11-10 лет, молодой, глупый, тонна ошибок еще впереди. Это был 11-й год, и для многих, как и для меня, онлайн-игры были новинкой. Это такие времена, когда интернет только набирал свою популярность. В открытом мире у игроков была возможность присоединиться к какой-либо гонке, присоединиться к друзьям или же просто поехать собирать ежедневные алмазики, которые не обязательно было собирать каждый день. Но чем больше твой рекорд ежедневного коллекционирования, тем ценнее приз в карточке, выдаваемый после сбора всех алмазов. Приз карточки. Извиняюсь, флешбеки из пейбека. Я помню, что после серии в 63 дня мы не оплатили интернет, и я пропустил один из дней. И моя серия была прервана. К сожалению, после этого я впал в дикий запой, заплакал и собирался покончить все это. Ой,
Я шучу. Алмазы каждый день я больше просто не собирал. Важной особенностью открытого мира можно было считать полноценный чат для всей его сессии. Я даже помню, как многие писали сообщения в духе «Го гонять», но только с микро. В игре была возможность общаться в лобби, используя непосредственно свой микрофон. Тогда для меня это было просто невообразимо. Таким образом, я нашел много приятных людей, разделяющих мои интересы. С некоторыми из них мы довольно долго играли. И, конечно же, само собой гонки. Не знаю, как играли другие, но я со своими друзьями в основном катался в режиме командной погони, в котором вы с командой должны проехать по определенному маршруту и не дать копам вас остановить. Динамичности и разнообразия придавали различные бонусы и усиления, но самый кайф заключался именно в командной игре. К примеру, когда тебя зажали копы, а твой друг юзает специальный перк и тем самым спасает твою задницу, и вы вместе уезжаете в закат. Во многом удовольствие от игры, как я и сказал ранее, удавалось достичь именно благодаря сбалансированности трех классов, что позволяло получить действительно приятный экспириенс от геймплея, и вишенкой на торте выступала командная игра. Немного позже, набравшись опыта и ближе ознакомившись с игрой, я зарегистрировался на форуме Need for Speed Community. Сейчас домен продан и на него нереально попасть, но у нас есть Wayback Machine, с помощью которой мы переместимся в 2012 год. Если посмотреть на данный форум сейчас, то ничего примечательного вы не найдете и не увидите, но на тот момент это было просто невероятно. Общение с живыми игроками на разные темы, связанные со всей серией в целом. Узнаете последние новости игры и франшизы, и, конечно же, моды. Именно этот сайт впервые познакомил меня с модами для Need for Speed. Именно на этом форуме была вся движуха. Да чего же жалко и грустно, что он сейчас недоступен. Я бы попытался вернуть свой профиль, чтобы показать вам свои файлы, ибо я тоже туда заливал что-то. Но если я не ошибаюсь, это были сейвы для Need for Speed Most Wanted. На данный форум я попал именно благодаря World, поскольку сюда скидывали новости об обновах и различных ивентах в игре. И именно на этом форуме я узнал о такой фишке, как о командах. То есть реальные игроки объединялись в определенные группы, создавали уникальное оформление для своих тачек и вместе гоняли на серверах игры. Глядя на это, я загорелся желанием создать свою собственную команду, которую я решил раскрутить, используя группу ВКонтакте. Наверное, ты, мой друг, задаешься вопросом, какую группу ВКонтакте? А я отвечу, через свою. Тогда вместе с парнишей, которым я познакомился в том же World, мы создали паблик ВК. Напоминаю, что это был 2012 год, мы даже название не придумали. К тому же, немного позже данное сообщество было переделано под фанатскую группу любителей World. И именно из-за этой группы я получил бан в официальном сообществе Need for Speed ВКонтакте. Я был юн, глуп и спамил везде, где только можно, упрашивая людей подписаться. Бан этот, к слову, висит по сей день. Уважаемый Electronic Arts, я исправился, пожалуйста, разбаньте меня, ну уже 7 лет прошло. И вот шло время, читеров становилось все больше, из-за чего играть становилось неприятно, но все же это было терпимо и они не так часто мешали. Хотите знать, когда начался настоящий трэш? Когда в игре был отключен чат. Игроки потеряли возможность контакта друг с другом. Если быть точным, теперь не было просто общего чата, осталась лишь возможность написать личное сообщение определенному игроку. Данный момент я считаю началом конца для игры. Вслед за чатом из игры пропали копы в открытом мире. Чего? Копы в открытом мире? Да, друг мой, ты спокойно мог наткнуться на копа, катаясь по открытому миру, но эту возможность убрали вслед за чатом. В конце августа появилась новость о новой системе классов автомобилей. Как же много было недовольства. Я весь интернет перерыл в поисках мнения сообщества, и многим это не понравилось. А все потому, что система перераспределения была крайне странной. Например, ты катался на машине класса Т2, а теперь она у тебя в классе Б. Но это при условии, что машина изначально в стоке. И вроде бы ничего страшного. Но вероятнее всего твоя машина имела крутые внутренние детали, иногда дико редкие, и из-за них машину кидала сразу в А-класс, в котором ее нагибали по жесткой. Но стоит признать, у игры после обновлений были и плюсы. Чтобы разобраться в этом снова, нам придется отправиться в прошлое. Если меня не подводит память, то изначально официальное сообщество Need for Speed было официальным сообществом именно по Need for Speed World. Пиар-отдел игры начал раздавать определенные подарки игрокам, следящим за развитием игры. Например, раз в несколько недель стабильно выдавали коды, иногда на аренду тачки, иногда на просто автомобиль, а иногда давали немного спидбуст, донатной валюты. Но самое интересное заключается в том, что для того, чтобы получить какой-либо код, игрокам приходилось выполнять определенные совместные действия. К примеру, набрать 30 тысяч участников в группе ВКонтакте, набрать лайков под записью в Фейсбуке и так далее. Я также помню, как мне в личные сообщения игры писали люди, которые не понимали, почему по всей карте ребята катаются на одинаковых тачках. И тут впервые создается канал MSX, на тот момент названный просто Макс Выкрадов, мое имя и фамилия. Первые ролики были посвящены этой игре, но, к сожалению, они все удалены. Но благодаря тому, что я копался в своих сообщениях ВКонтакте, которые были связаны с игрой, мне удалось найти несколько особо примечательных писем, которые я писал в период с 11 по 12 года. Непосредственно именно оттуда я нашел свой старый паблик, в котором, в свою очередь, я обнаружил перезалив одного из роликов, в котором я якобы объясняю, как вводить эти самые коды.
Господи, это не кринж, а настоящее позорище. Кто хочет это увидеть дерьмо полностью, переходите по ссылке в описании. Также дико приятной особенностью было то, что под какие-либо праздники игра преображалась. Либо снег на Новый год пускали, либо тыквы на Хэллоуин появлялись на просторах открытого мира. Это был 13-й год. Моя команда, состоящая из 5 человек, распалась. К сожалению, в игру редко кто из них заходил, поэтому и группа ВК была очищена от командных постов и стала центром публикации новостей о Ворлде в целом. Именно летом 2013 года я нашел новый интерес в игре, а конкретнее я начал делать свои винилы. Скриншотов почти не осталось, но все, что есть, выглядит дико криво. Но мне было плевать, это было этаким началом моего нового хобби. Увы и ах, но с болью в сердцах мы наблюдали, как спидбусты все больше выходили на передний план, и играть становилось все сложнее. Ты мог потратить недели, месяц, иногда даже года личного времени, чтобы накопить на любимую машину, тюнинг для нее. Но зачем, если в любой гонке тебя побеждали читеры или донатеры? Все время, которое ты тратил, становилось бесполезным, потому что эти ребята добивались большего, тратя на это 5-10 минут. Особенно сильно раздражали такие игроки, которые заходили в гонку и с помощью определенного чита сразу же ее заканчивали, выходя оттуда победителями. А вот донатерам я иногда даже соболезновал, ведь при появлении новой тачки в игре она становилась чуть ли не самой топовой и быстрой. Они тратили свои кровные на эту машину, но спустя буквально неделю машине дико занижали характеристики, чтобы другое авто, добавленное на его замену, казалось круче. Но были хорошие новости, а именно появился такой режим, как дреков, а в открытом мире появилась фоновая музыка, которую, кстати, вы могли слышать на протяжении всего видео. К донатерам и читерам можно отнести бага-юзеров, которые по факту не мешали играть, они просто исследовали мир и то, что было за его пределами. И да, уже в 2013 я тоже занимался подобным. Я до сих пор помню 3 бага. Как вы знаете, по опыту игры Most Wanted в Роузвуде был автовокзал, где можно было заехать на платформу и скрыться от копов. В World автовокзал остался, но, увы, возможность заехать на платформу пропала. И что же делать? А я скажу, что разгоняешься и с огромной скоростью врезаешься в столб посередине. Из-за специфической физики в игре тебя подбрасывало на ту самую платформу. Следующий баг находился здесь. Немного проехав в текстуру, вы должны были зайти и выйти из гаража. А дальше с помощью кнопки восстановления можно было попасть за текстуры. Третий баг находился на краю карты. Ситуация точно такая же, как и с прошлым багом. В обоих случаях люди могли покататься за картой, что именно там пацаны обнаружили остатки Бэвью из второго андеграунда. Многие думали, что с какими-либо обновлением в игре будет целых 3 города из серии. Ближе к 2014-му я перестал заходить в игру. Помню, что мне какой-то из друзей отдал аккаунт с кучей крутых тачек. Там был Кёнигсик, там было еще что-то, и я продал его за 250 рублей. Тем самым я окончательно завязал с игрой, но осознав, что мой интерес к ней окончательно остыл. Свой аккаунт я оставил на память, надеясь, что с новыми обновлениями игру починят, но этого не случилось, а в конце 2015 года игра и вовсе была закрыта. Однако, спустя некоторое время фанаты собрались и организовали свои сервера, на которых вы до сих пор можете поиграть. Да, это далеко не тот World, который я любил. Воскрешенный World напоминает свой образ от последнего обновления. Однако, если вы никогда не играли, то попробовать, чтобы просто ознакомиться с историей, можно. Как это можно сделать, я рассказывал в данном ролике. Из преимуществ игры, как минимум, можно выделить довольно адекватную и приятную физику, обильный автопарк. Донат из игры вырезан, поэтому каждый автомобиль вы можете получить честной игрой. Ну и конечно же то, ради чего в World и играют. Вы все так же можете собраться с друзьями и поиграть. Правда, уже через Discord, Skype или через что вы там общаетесь, но это уже совсем другая история. Что ж, а на этом все, дорогие друзья. Я хочу принести свои извинения, что роликов не было некоторое время. Сначала у меня были небольшие проблемы, а сейчас же у меня идет небольшое выгорание. Я устал делать ролики по расписанию. Я не хочу выжимать из себя все соки по причине просто потому, что надо. Теперь я буду делать ролики тогда, когда у меня будет желания и идеи. Да, возможно, таким образом я убью актив на канале или еще что-либо, но лучше я буду радовать вас хорошим и качественным контентом, чем пересиливать себя и делать абы как. Всем большое спасибо за просмотр и отдельное спасибо нашим спонсорам канала. Напоминаю, что вы также можете спонсировать канал и получить доступ к контенту на сутки раньше. И бонусом ко всему этому также смайлики, которыми сможете пользоваться на наших стримах. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!